не так-то просто, все непросто. И в любви, и в судьбе мир большой и пестрый, счастье сам не предложит тебе. Путь к нему сквозь грозы, путь к нему через годы, преграды и тьму. Да все непросто, и может только любовь стать ключом ко всему. Пусть день промчался, и недобрая ночь что-то шепчет нам вслед. Ты повернешь лицо ко мне, и опять будет в мире рассвет. Пусть подступает к нам беда, справлюсь я и с бедою, и с тьмой. Справлюсь я легко, пока волшебный ключ со мной. Все не так-то просто, все непросто. И в любви, и в судьбе мир большой и пестрый, счастье сам не предложит тебе. Путь к нему сквозь грозы, путь к нему. Ура! Первая комсомольская свадьба – это такая же веха в истории стройки, как первая палатка. Первый фундамент. К чему все это я? У нас многие уже сегодня живут по линии трудовой, так сказать, и общественной жизни по законам будущего. А вот в личной жизни до будущего далеко. Сами знаете, мы из палаток недавно выбрались. Полвагончика еще за большую удачу считаем. Так пусть же пока хоть одна молодая семья начнет свою совместную жизнь так, как в будущем ее будут начинать все. Ура, товарищи! Объявляю решение руководства стройки. Выделить молодой семье Ершовых квартиру в доме гостиничного типа, в доме молодоженов. Ура, товарищи! Передавали речь секретаря комсомольской организации ТЭЦ «Строя» на состоявшейся вчера первой комсомольской свадьбе на нашей стройке. По местному времени 17 часов 45 минут. Мы объявляем перерыв до 19 часов. Кто там? Передайте Семенову, что приходила его бывшая жена. Кто? Анечка, ну что же вы, ну? Женечка, милая, здравствуйте. Ну что же вы молчали? Когда услышала женский голос, господи, какая я дурочка. Смешная. У вас кто-нибудь есть? Да мы с мужем, он сейчас придет. Я же совсем забыла. Проходите. Я же слышала, что мой супруг любезно предоставил вам возможность пожить, ну, конечно, временно в его кабинете. Ой, ну вы себе не представляете. Я как только услышала женский голос, я тут же подумала, что мой Семенов, и, ну, вы меня понимаете? А его нет? Мы сами его ищем. Диспетчер уже 2 раза звонил. Нет нигде, ну пропал человек. Я девочку уложила и сразу сюда. Потому что, когда вот его только что выбрали, он очень часто здесь даже на ночь оставался. У него спальный мешок в шкафу лежит, представляете? Все старался побольше для работы. Без толку. Райком звонит недовольно, начальство недовольно, все недовольны. Нам одни беспокойства. Ой, а комсомольцам сейчас что надо? Ну что? Им бы выпить, да на танцы. А тут какие-то субботники, мероприятия. Это он вам так сказал? Но сейчас ничего. Сейчас он как-то приспособился, домой стал вовремя приходить. Я вам боюсь показаться немножечко странной, но у меня какое-то совершенно нелепое ощущение, что мой муж где-то вот здесь вот поблизости. А, как уютненько. Мебель купили, да? Ага, хорошо. Женечка, вы только не подумайте чего. У нас с Семеновым прекрасная семья, дочки 2 годика. Ой, шкафчик какой хорошенький. И за все время, представляете, он ни на кого не посмотрел, только на меня. Но люди, сами знаете, разные. Кто поймет, что человек женатый, чего лезть, а кто и не поймет, правильно? А человек он совестлив. Женечка, мы же когда поженились, мы полгода жили в вагончике, да.
А потом я ему просто сказала, иди к Медведеву. Ну что это такое? Все давно живут в новых квартирах. А мы с тобой как бедные родственники. Правильно? Ой, Женя, я так боюсь, что опять все начнется. Опять его ночами не будет дома. Ой. Понимаете, милая, ведь не то страшно, что мужа дома нет, а то, что никогда точно не знаешь, где он и с кем. Вы меня понимаете? Такое иногда в голову лезет. Ой, Гарнитурчик-то почем брали? 566. А, Бригада купила. У нас 810, финский. Ну, у вас тоже симпатичный. Да. Ой, ну я к вам ворвалась просто так. Вы меня извините, Ну пожалуйста. что вы? Что? Ну, так получилось. До свидания. До свидания. Ой, я сумку у вас забыла. Ящичек какой хорошенький. Анна, что случилось? Почему ты здесь? Что-нибудь с дочкой? Говори всю правду. Говори, я ко всему готов. Ты только не молчи. И не жалей меня, я на все готов. Семенов, ты как туда попал? Артисты. Нет, нравится. Нет, она еще его спрашивает, как он туда попал. Артистка. Она меня выжила и еще спрашивает, как не стыдно. Спокойно, ты, главное, ничего не думай. А я и не думаю. Умница, я тебе сейчас все объясню. Ты понимаешь, мне нужно было сюда проникнуть, понимаешь, проникнуть. Я понимаю, конечно, я понимаю. Я же не полная идиотка. Я понимаю, что тебе надо было сюда проникнуть. Ну? Ты и проник, правильно? Правильно, точно неправильно. Мне нужно было проникнуть, но совсем не за этим. Я понимаю, что не за этим, а совсем за другим. Ну, знаешь, ты неверно формулируешь. Я люблю тебя всей страстью своего комса, своего сердца. Понимаешь? Я понимаю, ты и меня любишь, и ее любишь. А ее не люблю, не люблю, не люблю. Извини, не люблю. Грустно, грустно. Очень грустно видеть, когда мужчина теряет свое собственное достоинство. Любовь – это святое чувство. Его надо не прятать, а гордиться им. Если любишь, мой милый, так и скажи. Я люблю. А я уйду. Я уйду в сторону, в тень. Аню, ты что-то несешь? Какая тень? Ребенок у нас, семья, в конце концов. Милый. Но ты же спутница моей жизни. Милый, Неужели ты не милый. понимаешь, что не способен на такой? Ей-богу, мне Милый, стыдно за тебя. Милый, ну при чем тут семья, при чем тут ребенок, когда речь идет о высоком чувстве? Любовь, мой милый, Анна. это когда уже никаких оков. Я знаю, что такое любовь, Валерий. Я любила тебя 3 года, и поэтому сейчас я молчу. Обо мне можешь не беспокоиться. Нашу дочь я воспитаю сама. Мама мне поможет. Женя, рыбка, ну что ты молчишь? Ну скажи же ты ей. Анечка, это все недоразумение. А вы бы помолчали лучше. Стыдно, девушка. 3 дня прошло со дня вашей свадьбы, а у вас уже, извините, мужики в мебели как клопы сидят. Вот именно. А я думаю, какой хороший человек мой муж. Как он вашу свадьбу устроил, все старается для Аня. людей. А вот что получается. Да не нужен мне твой Семенов. Милая, милая. А это еще хуже, если не нужен. Вот так вот приманивать, прятать. Я смотрю, что это у вас ящичек такой вместительный. Это еще хуже. В 1000 раз хуже, в миллион раз хуже. Да-да-да. Да я влез потому, что мне нужна была спецодежда. У меня созрел план, как отсюда выселить. Давай поговорим серьезно, серьезно, черт возьми, давай поговорим. Мы же надо с тобой 2 года, дочке уже 3 года. То есть наоборот. Вот именно. За это время я хоть на кого-нибудь посмотрел? Я ж слышал, ты ж говорила, пока я там задыхался. Милый, ну что я теперь могу знать, если я тебя сегодня нашла в чужой мебели? Может, ты каждый вечер в чужую мебель прятался? Что я теперь могу знать? Сам говорил, у меня заседание, а сам в ящик. Анечка, ну ты веришь, что я порядочный человек? Я не Ну могу хотя бы с тобой серьезный, Аня. Ну ты пойми. Откуда я знаю? Ну ты пойми, если бы я даже на кого-нибудь, как ты говоришь, посмотрел, неужели думаешь, я пошел бы на то, чтобы разрушить нашу судьбу, судьбу нашего ребенка, даже если кого-нибудь полюбил? Аня! Даже если бы я кого-нибудь полюбил, значит, ты об этом Анечка. думал, значит, это не первый раз. А что здесь думать о моей судьбе, о судьбе нашего ребенка? Моя судьба известная. Анечка. Замуж я больше не выйду, буду работать в детском садике. И всю свою скромную зарплату буду отдавать нашей дочурке. Анечка, ну не люблю я ее. Я ее на дух не Любишь, переношу. любишь, любишь, Она же с меня любишь, веревки любишь. вьет. Вот я тебя и поймала. Ах, Семенов, как я тебя поймала! Да, рыбка моя золотая, люблю я ее. Ой, как люблю. Семенов! Семенов! Валерик! Валерочка! Извини,
Я не хотел тебе говорить этого сразу, но, видно, придется признаваться. Люблю. Валерик! Валерочка. Да, Анна, я должен тебе сказать честно. Твои предчувствия не обманули тебя. Я ведь как только вот увидел Женю, я вот сразу почувствовал. Это судьба. А значит, любовь. И к прежней жизни нет возврата. Валера, я не понимаю, ты что, это в самом деле, что ли? Анечка, мы с тобой прожили счастливо 3 года. Спасибо тебе за это. Но на этом наши пути должны разойтись. Не хотел я этого, я старался себя пересилить, но ты права. Нельзя насиловать свое чувство. Никто из нас не имеет на это морального права, Аня. Валерий, ну ты пойми, у нас же с тобой в конце концов семья. Ну и что? Между прочим, дочка. Я прошу тебя, Валерий, вернись в семью. Это невозможно, Аня. Вернись в семью, тебе говорят. Анечка, поговорим как интеллигентные люди. Дочку ты будешь воспитывать на свою скромную зарплату. Если что, мама тебе поможет. А я буду часто, очень часто вас вспоминать. Валера, ты послушай, что ты говоришь. Ты послушай, что ты городишь. Ну какая это любовь, Валерий? Ну я ведь понимаю, что это, я же живой человек, это же, ну просто легкое увлечение, ну и бог Анечка, с ним. это не увлечение, это любовь. Валерий, это увлечение. Ну нельзя же из-за этого рушить семью, так сказать, ячейку нашего общества. Анечка, любовь свободна. Мир чарует. Валерий, я же тебя знаю, это же все пройдет. Ну мы же с тобой 3 года жили душа в душу, ну ты же даже ни на кого не посмотрел. Валерий, ну нельзя же все это разом взять и бросить. Потом она тебя не... Женя! Ну скажите вы ему, что вы его не любите. Ну вот послушай, ну. Да не люблю я. Не любит, вот. Аня, ну а какое значение это имеет для настоящей любви? Безответная эта любовь. Она ведь еще сильнее действует, говорят. Валера, ну не надо так меня разыгрывать. Валерочка, не было у вас ничего такого и быть не могло. Она же своего Сашку любит. Женечка, ну скажите вы этому, что вы своего Сашку любите, вы же говорили. Ну, конечно, люблю. Любит. Ты слышишь? Она своего Сашку любит. Так, ну а как я оказался в таком случае в ящике? Ну, милый, ну мало ли как человек может оказаться в ящике. Нет, вот именно, как я там оказался? Ну, мало ли как. Случайно. Да? Случайно, бывает. Ну вот, допустим, шел человек по улице, да? Вот шел человек по улице. Так. И в ящик. Солнышко, ну так ты веришь, что я ее не люблю? На дух не переношу. Верю, мое солнышко. И ревновать верю. больше не будешь. Никогда в жизни, никогда. Только немножечко. Ты что, Саш, ну посмотри, ну. Здравствуйте. Добрый вечер. Привет. А как вы здесь оказались? А мой Семенов в ящике сидел. Аня. Ну я же правду говорю, я же тебя в ящичке нашла. Сашенька, радуйтесь. Я вам сейчас все объясню. Он ее не любит, у них просто легкое увлечение. Не понимаю, кто кого не любит. Вы меня не любите, я вас не люблю, Семенов. Женю не любит, никто никого не любит, все прекрасно. А при чем здесь ящик? Так он в нем оказался. А как он туда попал? Ну, понимаете, шел человек по улице и в ящике бывает. Аня. Бывает. Ну что? Аня, не осложняй ситуацию, иначе конец. Подожди. Все было очень просто. Я вам сейчас все объясню. Понимаете, прихожу я вот к Женечке, Семенова нет. Но у меня нюх, понимаете? Чувствую, что он где-то рядом. Открываю ящик, а он там. Я его оттуда достаю, вот и все. А что потом? И для того, чтобы я все правильно поняла, он мне говорит, что любит вашу жену. Ага, а она, значит, его. Аня, вы сейчас все запутаете. Милочка, ну доверьтесь мне. Ничего, мы сейчас с Анечкой все распутаем. Конечно, я вам Время сейчас милое. всё У нас, между прочим, Ну есть. вот, а потом, Так, ну. потом он говорит, что он ее не любит для того, чтобы убедить меня, вы Не понимаете? любит. Ага. Ну, кажется, начинаю Господи, понимать. как я рада, как хорошо, когда все понимают. Ершов, ты, брат, это дело знаешь, кончай. Ты давай очнись. Ну ты-ка, ну-ка, вникни-ка в ситуацию-то. А вы, товарищ Семенов, между прочим, зря радуетесь. Вас, между прочим, ждет суд общественности. Потому что у нас никому не позволено разрушать чужую семью. И вот скажите мне, вот как вы лично понимаете слово «счастье»? Счастье? Можно я скажу? Слушай, давай говорить по-мужски. Кончай ты свою философию. Знаешь, ничего такого не было, чтобы в философию сразу кидаться.
Каждый из нас может в ящике оказаться. Сегодня я, завтра, может, и ты. Сашенька, побыли бы вы с его на общественной Анечка, они работе. не поймут. Еще и не в таком положении могли бы очутиться. На моем Это месте я вам говорю. так поступил бы каждый. Ну ладно. Дорогие гости, а не надоели ли вам хозяева? А в самом деле, кстати... Сашенька, вы надоели, только не теряйте надоели. надежды. Вы только не отчаивайтесь, ни в Как коем случае. надоели. Ну, дорогие мои, выкатитесь у меня отсюда, как миленькие. Ты не надейся. Это ты, не надейся. Валерочка, пойдем домой. Только через окно. Принципиальный, люблю. Прошу. Осторожней. Я ловлю тебя внизу. До встречи. Ну, Ершова, через час на комитете встретимся. Извините. А все-таки как он в ящике-то оказался? Подумайте. Все не так-то просто, все непросто. И в любви, и в судьбе мир большой и пестрый, счастье сам не предложит тебе. Путь к нему сквозь грозы, путь к нему через годы, преграды и тьму. Да все непросто, и может только любовь стать ключом ко всему. Пусть день промчался и недобрая ночь что-то шепчет. Товарищи, будем прекращать. Нам вслед. Между прочим, комитет комсомола сейчас. Товарищи, все в сборе. Производственный сектор, Малеев. Здесь, Малеев. Ну-ка, живенько, давай, пожалуйста, туда. Сейчас все прием. Товарищи, давайте, Пошли, давайте. ребята. Кузбассовый сектор, попрошу вас. Товарищи, не стесняйтесь, проходите, проходите. Занимайте места. Семенов, ты что это там делаешь? О, глядите, отец, как ни в чем не бывало, а? Валер, а плечик не болит? Ребята, теперь надо дружинников вызывать дежурить в комитет. А то каждый будет приходить сюда, вселяться, выбрасывать отсюда Семенова. А когда же он будет сводками заниматься? Серьезнее, ребят, шутки шутками, но не из окна же мы вести комитет. Да, конечно. Ершова, пусти его. Валер, ну залезай, только на время заседания. Да нет, спасибо. Тихо, мне здесь товарищи, хорошо. тихо. Свежий воздух опять же. Ну как Зато хочешь. ты, Ершова, ты нам ответишь за Сейчас, все. сейчас. Привет. Товарищ, а вы кто? Я? Вы не член комитета, я попрошу вас. Извините, ради бога. Да, пожалуйста. 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 Заседание комитета комсомола. Считаю открытым. Товарищи, сегодня у нас на повестке следующие вопросы. У нас 3 вопроса, товарищи. Попрошу тишины. Итак, первое. Утверждение плана мероприятий комитета. Спасибо, я не очень хочу на второе полугодие. Раз. Утверждение условий. Тихо, товарищи. Условия соревнования между комсомольской молодежными бригадами и смежными. Два. И третье. Разное. А именно, персональное дело комсомолки Ершовой. Ребят, я предлагаю с персонального дела сразу начать. А что, хитро Семенов придумал? Не глупо, не глупо. Она его через бедро, он ее по голове параграфом. Ну, Женька, теперь держись. Началочка, для затравочки. Утвердить характеристику рекомендацию товарищу Попову. Совершенно верно. Все мы его давно и хорошо знаем. Кстати, написал характеристику. Попов. Черновичок. Новичок. А это куда характеристика? Вечно ты лезешь не в свое дело. Какая разница? Куда? В аспирантуру, понимаешь? Он же в главные инженеры метит. А что, это даже очень хорошо, когда человек стремится расти над собой. А все-таки интересно, что мы все о нем думаем? Да. Все мы его давно и хорошо знаем. Конечно. За время работы проявил себя с положительной стороны. Активно участвует и в общественной жизни. Скажу больше, принципиален. Так что с характеристикой, товарищи, все в порядке. Против? Воздержавшиеся? Единогласно. Прошу отметить. Кстати, могу на машинке отпечатать. Нет, пусть прочитает. Даже интересно, что он сам о себе думает. А без этого нельзя обойтись. Ну, знаешь, видишь, народ любознательный, так сказать, имеет право. Так что я быстренько прочитаю, а то мы долго будем разговаривать. Характеристика, рекомендация. На меня. Товарищ Попов, то есть я, за время работы проявил себя, то есть меня, с положительной стороны. Товарищ Попов, то есть я, умело руководит молодежными коллективами, активно участвует... Минутку. Очень, а? Нет? Товарищи, Очень. потише. Очень активно участвует в общественной жизни. Принципиален, скрытен. Что такое?
Вот что. Скромен. Ну и почерк у меня. То есть у него. Чуток в обращении с товарищами и подчиненными. И к начальству тоже. Ну, это уж само собой. Но вывод напрашивается сам Ну, собой. конечно, такого товарища нельзя не рекомендовать. Благодарю за внимание. Ну, прям святой. Ему только крылышек не хватает. Скрытен, значит скромен. Когда про себя. Можно вопрос? Вот вопрос. Можно вопрос? Да. Что вы имеете в виду, когда говорите об очень активном участии в общественной жизни? Да. Что-то я ни разу вас не видела на наших мероприятиях. Ну что ж ты, Семен, ну приведи пример, сколько я сил вкладываю в общественную работу. Просят же товарищи. Только поярче, повыразительнее. Я и сам с удовольствием послушаю. Мало ли что можно привести. Если все вспоминать, а в самом деле, однажды я у него про арабский бульдозер попросил. Воскресник у нас был по благоустройству. Нет, это не типично. Бульдозер дал? Не дал. Слушай, приведи сам какой-нибудь примерчик. Ну так, чтобы все вопросы сразу и отпали. Ладно, я расскажу. Попробуй. И все вопросы сразу отпадут. Однажды... В студеную зимнюю пору. Совершенно верно, в студенную зимнюю пору. Я из лесу вышел. Был сильный мороз. Замечательно. Был сильный мороз. Гляжу. Поднимается медленно в гору. Семенов. И несет в клуб магнитофон. 2 динамика, коробку с пленками, весь согнулся, потому что тяжело. Было такое? Было, кажется, что-то припоминаю. Ты, главное, не отвлекайся. А я, между прочим, шел совсем в другое место. Но вижу, надрывается человек на общественной работе. Здоровье, можно сказать, свое гробит. Мог я пройти мимо этого факта? Мог? Мог, но не прошел. Давай, говорю, Семенов, какую-нибудь там твою бандуру, я так и быть тебе помогу. И помог. И все. И все. Товарищи, есть предложение вычеркнуть из характеристики «очень» и затвердить. Договорились? Хорошо, я согласен. Вычеркнем активно, оставим просто участвует и затвердим. Товарищ, ну нельзя же все вычеркивать. Если мы даем человеку характеристику, в ней обязательно должно быть отражено и участие в общественной, так сказать, жизни. Люся. И положительно отражено, товарищи. Вот именно. Валер. А тебе, Ершова, еще слова не давали. Дойдет и до тебя очередь. Почему это? Пусть говорит. Конечно, пусть говорит. Тебя уже наслушались. Говори, Ершова. Пусть скажет. Знаешь, Валера, когда ты так говоришь об общественной жизни, мне все чаще начинает казаться, что никакой такой жизни вообще нет. Что все это какая-то нелепая игра, в которую мы все играем. И делаем вид, что это важно и нужно. Иногда выйдешь с такого заседания, как бумаги наелась. Вдруг видишь, еще один дом заканчивают. И думаешь, вот мы здесь сидим, бумагу жуем, а жизнь-то идет, движется. Поэтому нечего нам на Попова обижаться. Это хорошо, что он взял так нагло нам все и объяснил. А то мы сейчас голоснули и дальше поехали. А так ты ведь и задумаешься. А может, он прав? Тогда зачем мы здесь и сидим? На что мы тратим свое и чужое время? Правильно. Она права. Действительно. В кои-то веки появилось живое дело. Дом молодоженов. Что получилось? Девочки, ласточки, ну комитет здесь при чем? Приказ руководства, будто не знаете. И никто из нас рта не открыл. Мы здесь собрались по другому вопросу. Молчи, то сейчас. Да, товарищи мои дорогие, я очень люблю вашу любознательность и наивность, но дело все в том, что характеристику вы мне все равно дадите. И такую, какая мне нужна. Так что давайте кончать заниматься этим базаром
и займемся делами, в которых вы хоть что-то можете решать. Ребята, ну кончайте треп. Время же, время. Каждый раз приходишь с работы, сапоги не успеваешь снять. Семенов, закругляй прения. Значит, против нет? Воздержавшихся нет? Единогласно. Ребят, что, в самом деле? Единогласно. Там же написано. Умело руководит молодежными коллективами. А что, надо было написать, что не умела? Там еще написано. Чуток к товарищам по работе и подчиненным. А что, нужно было написать, что не чуток? Вот вы сейчас голоснете. Товарищ Попов подрастет над собой. И вам же, каждому из вас потом приходить к нему со своими неурядицами. Вам же, ребята, ну нам. И ведь потом не скажешь, как так случилось, что такой товарищ стал главным инженером. Но ведь не скажешь. А что ты хочешь? Я? Ничего. А вот не рассмотрит ли комитет заявление Гоги Галиева? Это было бы сейчас в самый раз. Вот Гоги. У него заявление. Ну, я, пожалуй, пойду. Я объясню, что у тебя загвоздка вышла. Или, может, сам объяснишь. А ты, знаешь ли, на меня не дави. За неуважение к комитету комсомола комсомолец Попов знаешь, что бывает? А я сам могу пойти и рассказать Медведеву, как он себя тут вел. Так что сиди и жди, пока до тебя снова дойдет. Если все-таки дойдет. Заявление. Прошу снять меня с учета по причине того, что увольняюсь и уезжаю в город Баку. А вот теперь объясни, почему увольняешься? Ух, Ершова! Гоги, 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 Гоги! Ну что тут разбирать-то? А почему увольняется Гоги Галиев, не интересно? Ну, как и большинство таких. Надоело, вот и уезжает. Почему надоело? Совсем не надоело. Денег мало платят. Меня деньги не интересуют. Квартиру скоро не обещают. Зачем мне квартира? У моего отца в Баку знаешь, какой дом? Подробно расскажи. Я из Баку. В Баку у меня отец, мать, 8 братьев, все старше меня. Когда я уезжал, отец мне сказал: Гоги, если ты хочешь съездить на север, то сейчас поезжай, потому что после армии нужно будет дома работать. А чем отец-то занимается? Небось, на базаре торгует? Мой отец – заслуженный нефтяник Азербайджана. На нефтяных камнях работает. Ты слышала про такие промыслы? Ты меня спросила? Я тебе ответил. Я спрашиваю, почему ты молчишь? Да я спрашиваю, ты слышала про нефтяные камни, где всю жизнь работает мой отец, мои 8 братьев? Да слышала, она слышала. Давай дальше. Хорошо. Ладно, я приехал сюда, я работаю. Я 3 раза канаву копал, 3 раза я молчу. Думаю, может, я не понимаю чего. А сегодня снова наряд, иди канаву копай. 1 кабель не доложили. Я пришел к нему, говорю, это неправильно. А он мне говорит, не нравится, уезжай в свой Баку. Только он хуже сказал. Да голову оторвать этим проектировщикам! У нас на участке 3 раза кабельный вход переделывали. 3 раза! А при чем здесь Попов? Он что ли этот кабельный вход-то проектировал? Ну не он. Вот и сиди. А я вот недавно читал, один русский инженер, когда по его расчетам штреки какие-то в шахте не сошлись, так он от позора застрелился. Вот как честь инженера ценилась. Ну, брат, если наши инженеры после каждой ошибки стреляться будут, тут такая канонада начнется. Гоги, ну расскажи еще раз. Только не волнуйся. Меня утром вызвали. Говорят, иди канаву копай. Мы эту канаву уже за полгода
3 раза копали. Что за работа? Я пришел к нему, сказал, это неправильно. А он мне говорит, не хочешь работать, уезжай в свой Баку. Слушай, что-то никак не могу понять. Тебе что, наряды, что ли, плохо закрывали? Почему плохо? Нормально. Ну, если нормально, тогда... А почему ты все на деньги сводишь? Отец мне сказал, Гоги, про деньги нужно думать, когда их нет. А еще он мне сказал, что деньгами же ничего нельзя мерить. Но если дружбу деньгами мерить, да, это будет сделка. Если любовь, все знают, что это такое. А если работать только за деньги, это же не работа, да? Но это нечестно. Так мне сказал отец, я ему верю. Он тебя что, матом, что ли, шуганул, а? А почему матом? Зачем матом? Нет, просто плохо сказал. Ну-ка припомни, что он тебе сказал. Слово в слово. Он мне сказал, делай, что приказано. Не нравится? Убирайся к себе домой. Ну, вот что, Галиев, знаешь, с тобой потом. В общем, перехожу к повестке. Первый вопрос. Вношу предложение. За недостойное поведение, за сознательное оскорбление молодого рабочего исключить старшего прораба Попова из комсомола и просить администрацию снять его с занимаемой должности, как не имеющего морального права руководить молодежными коллективами. Да вы что, ребята? Перестань меня ты толкать, понимаешь, концов. исключить, лишить Да. человека доверия. А ты ему доверяешь, вот ты! Я ему нет. Но не такие меры. Какие? Спокойно! Ну ладно, я с тобой согласен. Он действительно недостоин. Но, может, поставим на вид, он осознает. Ну какие же основания для исключения? Расскажи еще раз. Я уже 2 раза рассказывал, хватит. Нет, не хватит. Ты же видишь, не все поняли. Ладно, последний раз. Меня утром вызвали. Говорят, иди канаву копай. Меня и еще 3 ребят. Молодые ребята тоже в армии еще не служили. Мы говорим, мы эту канаву уже за полгода 3 раза копали. Что за работа? Бригадир посылает к мастеру. Мастер к прорабу. Мы пришли, говорим. Ну мы же все приехали сюда посмотреть, как правильно жить надо. А нас всех заставляют туда-сюда копать. Это что, правильно, да? Это что, справедливо, да? Я пришел к нему, сказал. А он мне говорит, делай, что приказано. Не нравится? Убирайся к себе домой. Так? Так. Я убираюсь. Вот заявление. Все. А остальные? Остальные пошли канаву копать. И ты из-за этого предлагаешь его из комсомола исключить? Да. Ну, а если он сгоряча? Не подумавший. Ну, мало ли как в жизни бывает. А мы сейчас возьмем вот так вот и голоснем. Ну, ты-то что молчишь? Тебе вопрос-то ведь задали. Я сказал то, что хотел сказать. И если каждый раз мы будем заниматься чайными церемониями, мы станцию никогда не построим. Понятно? Нет, минуточку, подождите. Минуточку. Вот вы сейчас сказали страшную вещь.
Вы сказали, что главное это построить станцию. Так. Ну хорошо. Построим мы эту станцию. А что будет, ну, это через 20 лет с Гоги, которых вы послали. Им будет 40 лет. Самая сила мужская. Самый цвет. И куда же они эту силу будут девать, если сегодня с ними так обращаются? Будут строить новые станции? Или нефть на Каспий добывать? Вот Гоги, например, будет на своих оранжереях разводить помидоры и привозить их сюда, продавать. Зачем помидоры? Лучше гвоздики, да? Правильно, гвоздики лучше, 3 рубля штука. Зачем? 5? Верно, 5. Вы понимаете, какая беда вас ждет? 5 рублей штука. Что вы, не нуждаетесь в цветах? Нет, нуждаетесь. Я ему ни одного цветка не продам. Нет, я ему скажу, на, бери. Все бери. Бесплатно. Бери. Чтобы ты знал, какой ты человек, и какой я человек. Чтобы он потом всю ночь плакал. Вот вы преподаете в школе, правильно? Да. И когда у нас в школе ребята получают аттестаты, я нарадоваться не могу. Какие у них прекрасные глаза, сколько у них чистоты, благородства, силы. И вот сейчас, когда я их встречаю, просто на улицах. Ну, правильно, пьяных, тупых, сквернословящих. Ну и что? Мне кричать хочется. Как они так быстро могли перемениться? И почему? А кто виноват? Вот он. И такие, как он. Предлагаю за оскорбление рабочих комсомольца Попова исключить из комсомола. Голосуй. Люсь, ты что, с ума сошла? Мы же с тобой вместе пели. Я не Люся. Я просто комсомолка Кукушкина. Голосуй. Товарищи, по техническим причинам комитет отменяется. Сроки будут объявлены дополнительно. Товарищи, всех прошу оставаться на своих местах. Комитет продолжается. Товарищи, кто за то, чтобы исключить комсомольца Попова из комсомола? Прошу поднять руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А ты? Воздержался. Мне надо подумать. Комсомолец Попов, положите ваш комсомольский билет на стол. Товарищи, но мы же не имеем права. Билет-то ведь может отбирать только бюро райкома. Понятно? Понятно? Не имеете права. Не имеете права. А вы знаете, о чем сейчас я подумала? Вдруг. Мы же ехали сюда. Мы же такими счастливыми были. У нас же ни одного одинокого, ни одного обиженного не было. Ребят, мы же песни пели. Я ж сама запевала. Чего ж так вышло, что глухими-то мы стали слепыми? Почему только на 3-й раз мы услышали крик о помощи, о защите? Валер, вот твоя эта характеристика, рекомендация, это все липа.
ложь. А ложь, как она была ложью, так она и будет ложью. Ну что, перейдем к персональному делу Ершовой. А я предлагаю персональное дело комсомольца Семенова. О стиле работы комсомольского секретариата строя. То есть как это? Ну уж нет, уж нет, уж нет, уж нет, уж. Тогда уж давайте о работе всего комитета. Я что, есть один, что ли? Вы ведь все ведь тоже комитет. Семенов прав. Мы-то с вами где были, когда он эту бумажную жвачку начал? О нашем с вами стиле работы говорить надо. Говорить, говорить, действовать надо. Заседание комитета считаю закрытым. Все свободны. Ну что, Гоги, теперь можно идти в Баку? Теперь нельзя. Значит так, пиши заявление по собственному желанию, на этом мы расстанемся. Так, пожалуй, будет лучше всего. Интересно. У меня такое ощущение, что тебя сегодня целый день увольняют. Только утром было как-то проще. Ты уволен и все. А сейчас пиши заявление. Да, по-моему, бюрократом становится наш Роман Степанович нехорошо. И второе, чтобы через 10 минут комитет был освобожден. Все. Роман Степаныч! Роман Степаныч! Ну что ты на меня уставился? Пытаюсь понять, как вы себе все это представляете? Вот вы пришли, отдали приказ, а я, значит, под козырек и поехала. Ошибаетесь. Ты что, не хочешь освобождать помещение? Вы этого еще не поняли? Я собираюсь здесь забаррикадироваться и сидеть до последнего. А нас, между прочим, уже 3. Вот Гоги поможет. Очень хорошо помогу. С большим удовольствием помогу. Фиалки распускаются на рассвете. Действуйте, Митрофанов, действуйте. Ребят, давай. Роман Степанович, посторонитесь. А то они такие, зашибут ненароком. Это что такое? Это наша мебель. Теперь вы представляете свою задачу? Мебель надо выкидывать, нас за руки, за ноги отсюда выволакивать. Может быть, вам пожарников позвать на помощь. Вы чувствуете, что мы сейчас находимся при рождении легенды о том, как начальник, как бывший начальник строительства Медведев, выживал из комитета каких-то молодоженов. Кто это бывший? Это ты, бывший бригадир. А я намерен сам пустить в первую очередь, сам. Вы надеетесь просуществовать до этого дня с вашими методами работы с людьми? Ну, ты нахалка, однако. Совещание. Значит, ты отказываешься писать заявление? Отказываюсь. А я тебя уволю по статье. Да ну? Да, за преднамеренный срыв работы. Почему ваша бригада сегодня весь день просидела в бытовке? Дошло, наконец. 40 человек сидит с утра без работы, это ничего. Стоило только прищемить хвост старшему прорабу, как тут же узнали. Значит, моя бригада не выполнила приказа. А какого приказа она не выполнила? Вы спрашивали. Попов, какое распоряжение вы им отдали? Подготовка котлована под опалубку на 2-м участке. Было? Они, значит, не выполнили. Нет. Безобразие. Бригада высококвалифицированных сварщиков. Фу, не захотела взять в руки лопаты Вот именно. и пойти покопать, немножко поковыряться в земле. Это безобразие, позор. Без Позор. демагогии давайте. Без демагогии. Давайте без демагогии. Павел Иванович, можно вас на минуточку? Слушаю вас. Я сейчас с вами буду разговаривать, как начальство со мной, поэтому заранее прошу извинить. Да. Митрофанов! Слушаю вас, Евгения Алексеевна. Пиши заявление так тебя перетак. Понял? Тра-та-та-та-та. По собственному желанию. А то под статью. Это у нас так принято. Я сначала тебя облаю, а потом буду спрашивать, почему. Почему? Бригада всю смену просидела в бытовке. Отвечай. Не просидели. Почему? Разве это похоже на нас? Почему отказались выполнять распоряжение прораба Попова? Браво, бригадир! А, Попов? Здорово подметил, а? Бывает у нас это, случается. Ну, товарищ начальник, ну разве мы когда-нибудь от чего-нибудь отказывались? Мы никогда ни от чего не отказывались. Что, Мы же серьезно? маленькие люди. Конечно. А все-таки почему вы не выполнили задание прораба? Задание выполнено. Задание выполнено? Задание не выполнено. Что за чертовщина сегодня творится весь день? Вы давали указания? Давал. А они не выполнили? Не выполнили. Им нужно письменное распоряжение. А устного им мало? Им мало.
Вы не выполнили устное распоряжение прораба. Выполнили. Не выполнили. Выполнили. Не выполнили. Не выполнили вы ничего, я вам сказал. Второй участок. На котловане начали установку опалубки. Ясно. Котлован принят под опалубку 2 часа тому назад. Ну! А где наряд за выполненную работу? А мы без наряда, бесплатно. Это что еще за новости? Ну, если прораб не хочет платить то, что нам положено по закону, мы решили это сделать бесплатно. Подарок. Почему не сделать хорошее? Хорошему человеку. Это кто? Это он-то хороший человек. Это я так шучу. Вы извините, когда я вас назвал хорошим человеком, не хотел вас обидеть. Я на тебя обижаюсь? Там работы было на 1,5 часа. Взяли 2 бульдозера, за 1,5 часа все расчистили. И лопаты никто в руки не взял, как договорились. А где же взяли 2 На бульдозера? промплощадке. Как-то просто так пришли и взяли? Нет, не просто. За бутылку кефира. Я для вас безжалостно оголяю все участки, а на промплощадке, оказывается, за бутылку кефира можно одолжить 2 бульдозера. Так одолжите вы мне! Я вам не бутылку, я вам цистерну кефира поставлю. Я с кефиром разберусь, я приложу все усилия. Все будет ясно. Жаль, была бы моя воля, бригада действительно бы просидела всю смену. Или, по крайней мере, я бы заставила вас оплатить за все земляные работы по высшей ставке. Тогда, может быть, после этого стали вообще ценить работу людей. Вот, оказывается, для чего вам нужен был письменный приказ. Да. Нина Петровна, птицей сюда! Ваша новая начальница. Вместо меня, временно исполняющая обязанности. Диктуй приказ по отстрою. Что хочешь. Полная хозяйка. Очень приятно. Ну, давай, диктуй. Приказ по строю. Давай, дальше. За неумение организовать работу без авралов и простоев. Дальше. За оскорбительное отношение к рабочим. Дальше. Приказываю отстранить старшего прораба Попова. Пишите. От занимаемой должности. Основание. Решение комитета комсомола от сегодняшнего числа. Ну-ка, что это еще за решение? Прошу. Ну-ка. Вы сказали, что вам не дали характеристику рекомендаций, потому что она всех взбаламутила. Семенов пошел на поводу. Здесь написано, что вас исключили из комсомола. Но вы же понимаете, что ни один райком эту Филькину грамоту не утвердит. Ерунда это какая-то, а не аргументация. Детский сад. 8 за, против нет. 1 воздержался. Кто воздержался? Семенов. Он же один знал, что я буду главным инженером. Больше же никто не знал. Теперь даже я не знаю. Ах, вот как. А как бы вы поступили на моем месте, мне не нужен главный инженер, который не умеет ладить с людьми. Я и сам достаточно энергичный руководитель. Ах, вот как. Ну, хорошо. Хорошо. Второе. Из 8 запланированных строительством домов... 6 домов построить гостиничного типа для молодоженов. Стоп! Муж и жена. Так. 1 или 2 ребенка в 10 метрах гостиничного типа, это хорошо? Ни год, а не 2. Ну их же потом можно будет расселить. Куда? Если, как она предлагает уже сейчас, мы угробим все деньги на дома гостиничного типа. Куда? То-то! Вы думаете, я вот начальник, так ничего не соображаю. Все. Теперь я снова ваш начальник. И ваш тоже. Очень приятно. Когда появится Семенов, передать, чтобы срочно отправлялся в Усольск. В Усольск? Да, я отменил твой план. Только деньги угробим и время потеряем. Теперь подведем итоги. Ну, для принудительного выселения молодоженов вы же пожарную команду вызывать не будете. Не захотите украшать собой легенду? Да, пусть Семенов сам решает эту задачу. А увольнять ее, выходит, теперь уже нет никаких оснований. Да. А вот есть. Что это? Заявление по собственному желанию с сегодняшним числом. Это еще почему? Потому что не хочу краснеть за вас, когда приедут ребята с заводов-поставщиков. И где-нибудь подальше быть. Например, в районе Баку. Да куда ты денешься? Я-то? Да.
Нам везде работа найдется. От Чукотки. До нефтяных камней. Ну вот. Твое начальство. Решай. С удовольствием. Что ты делаешь? Как что? Заявление подписываю. А работать с кем ты будешь? Только не с ней. Выбирайте. Либо я, либо она. Она. Пока. До свидания. Ой, одни. Ой. Одни. Ну, нам теперь всю жизнь будет казаться, что Семенов где-то рядом. Никого. Алло! Женька! Ты не слушай, ты в окно посмотри. Ну посмотри. Посмотрела? Видишь, маневровый, две платформы металл конструкциями толкает. Все, живем, Женька, завтра работаем. Я тут ребят собрал, за ночь разгрузим, так что на этаже полный ажур будет. Чтобы я тебя там не видел, понятно? Без тебя обойдем, все будет хоккей. Я тебе русским языком сказал, все. Строй семью. Санечка, миленький, я тебя так люблю. Ты у меня такой замечательный. Ты себе не представляешь. Ну, ты понимаешь, я же не могу не уйти. Они там аврал устроили, а мы их мариновать будем, правда? Да? Я быстро. Все 2 вагона. Не обижаешься, а? Назначаю тебя комендантом нашей крепости. Да, Ершову? А я не знаю, где Ершова. Да, я ее муж, но я не вижу ее уже здесь сутки. Нет, Ершовой нет и не будет. Она уезжает в Ленинград. Сейчас, сегодня. Все, хватит, ни минуты здесь больше не остаемся. Мне надоели эти бесконечные Медведевы, Семеновы, Поповы. Я сегодня, между прочим, первый раз в жизни соврал. Я сказал расщепы, и даже огромные расщепы. Так, ну ты едешь или не едешь? А? Я тебя спрашиваю, ты едешь или не едешь? Да или нет? Нет или да? Нет или да? Понятно. А между прочим, ты мне жена. Нет, я вообще не понимаю, ты мне жена или не жена? Нет, я вообще не понимаю, жена ты мне или не жена, в конце концов. Нет, я не понимаю, жена ты или не жена. А я вообще кто? Нет, ну кто я, по-твоему? Кто я, муж или я не муж? Я, между прочим, тебя сутки не вижу. Я сутками тебя жду, а ну, я имею право тебя видеть или не имею? Я не понимаю, или твоя бригада имеет право тебя видеть? Муж я или я кто вообще, по-твоему? Ты едешь? Так, понятно. Ну тогда я еду один. Понятно. Я уезжаю!
Между прочим, одна моя знакомая говорила, что мечтает, чтобы у нее в семье был мир и согласие. И чтобы не было никаких споров и ссор. Один мой знакомый все мечтал уехать куда-нибудь на север, далеко, начать новую жизнь. Пусть будет трудно, говорил он, лишь бы только все было по-настоящему, честно. Она, наверное, считала, что командовать в семье будет она, и поэтому все будет тихо и мирно. Конечно, нетрудно достичь согласия, когда один говорит, а другой только помалкивает в тряпочку. А он, наверное, считал, что жить честно – это все равно, что ехать в мягком вагоне с билетом. Купил себе честно билет и едешь спокойно. И никто тебе не мешает. А, между прочим, этот твой знакомый совсем не требовал, чтобы с ним носились и пылинки с него сдували. Ему тоже хотел, чтобы в семье был мир и согласие. И кофе в постель подавать, между прочим, тоже не требовал. Он был готов делить все трудности быта. И обед приготовить, если понадобится. Иногда. Ну, чтобы с его мнением совсем не считались. Чтобы ноги об него вытирали. Это ни один нормальный мужчина позволить не может. Как бы он ни относился к своей жене. Ты согласна? Ты согласна? Так, спит моя голубка. Все ясно. Я тут ей душу изливаю, а она... Ну вот этого, между прочим, ни один мужчина не может простить. Саша. Саша. Сашенька. Иди ко мне. Ты у меня гордый. Тогда можно я сама к тебе приду? Я, конечно, сама виновата во всем. Но ты ни при чем, но ты ни при чем. Ни при чем ты, что звезды и ярче, и ближе. Ни при чем ты, что кроме тебя одного я не вижу на свете, не вижу никого, никого. Летним солнцем город залит, и лед в сугробах замер. Для меня не существуют ни снега, ни цветы. У меня перед глазами ты, все время ты. Я, конечно, сама виновата во всем. Но ты ни при чем, но ты ни при чем. Ни при чем ты, что в шорохе осени рыжей звуки голоса слышатся мне твоего. И не слышу я больше, не слышу ничего. Летним солнцем город залит, или он в сугробах замер. Для меня не существуют ни снега, ни цветы. У меня перед глазами ты, все время ты. Я, конечно, сама виновата во всем. Только ты ни при чем, только ты ни при чем. Ни при чем ты, что мир весь весной переполнен, что к плечу моему прикоснулся плечом, что
не помню с тех пор, я не помню ни о чем, ни о чем. Летним солнцем город занят, или он в сугробах замер. Для меня не существует ни снега, ни цветы. У меня перед глазами ты. Все время ты, все время ты, все время ты, все время. Все не так-то просто, все непросто. И в любви, и в судьбе мир большой и пестрый, счастье сам не предложит тебе. Путь к нему сквозь грозы, путь к нему через годы, преграды и тьму. Да все непросто, и может только любовь стать ключом ко всему. Товарищи, друзья, сегодня у нас знаменательный день. Сдан дом молодоженов! Ура! Это такая же век в истории стройки, как первая палатка, первый фундамент, дорогая Евгения. Разреши тебе вручить эти ключи от твоей квартиры в доме молодоженов и пожелать тебе нести высоко знамя нашей стройки так же, как несем его мы. Ура! Врешь. Да верно. Только что приняли, с оценкой отлично. Ну? Чушь. За 2 дня, там работа на 2 недели. Кто подписал акт? Попов. И что, отлично? Десятины задоринки. Это невероятно. Ну давай рассказывай, как тебе это удалось, товарищи. Тише. Докладываю. Позавчера к часу ночи окончательно с боями распределили квартиры. Вчера в 9:00 собрал всех, поставил вопрос. Быстро вселиться хотите? Хотим! Единогласно. Тогда, пожалуйста, краски, клей, стекло, инструмент, обои, мел. Вчера начали, час назад закончили. Ну что вы меня так смотрите? Дом сдан? Сдан! Жильцы довольны? Довольны! Качество? Отлично! Потому что они старались и для себя. Семенов! И с такими талантами ты здесь просиживал штаны, да тебя же надо на ночь в сейф прятать, чтоб не переманили. Человек, который умеет за 2 дня сдать дом на отлично, пусть даже не по всем правилам, это же в наше время клад. Ершова, буду ходатайствовать перед комитетом комсомола об избрании тебя секретарем. Молодец. Ура, товарищи! Таня, Гоги, линяем быстро. Женечка, миленькая, дайте я вас поцелую. Я вас поздравляю. Гоги, Вы давай. только послушайте. Главная задача комитета состоит в мобилизации юношей, так сказать, девушек. Таня, по выполнению государственных ты прости меня, если что было не так. Вы понимаете, как Но это ведь всё было интересно, так, как женщина. надо. Вы послушайте. Чего там? Анечка, я не могу этим заниматься. Я не знаю, что это такое. Спасибо вам за доверие, но я не могу, я не знаю, что это такое. Женя, вы этим занимались 3 дня, и прекрасно. Поддержит тебя и райком. Здравствуй. Ты меня приглашала? Я приехал. Я представитель райкома комсомола. Очень приятно. Мне тоже. Ознакомиться с положением дел вашей организации. По форме порядок. По сути, сама знаешь. Короче, будем рекомендовать бюро сменить секретаря. Вместо Семенова будем рекомендовать тебя. Я строитель, понимаете? Я строитель. А здесь, по-твоему, кто нужен? А? Я не знаю, ничего не умею, не понимаю. Научим. Женечка, Жень, ну, поможем. Женя, поддержим. Ты только скажи, мы Ну, все сделаем. Ершова, да мы с тобой горы свернем. Правильно. Ну ладно. Но вы у меня попляшете. С удовольствием. С удовольствием. Вы у меня Музыка! попляшете. Знаешь, что самое грустное для мужчины? Что? Это когда женщина жалеет его. А в чем смысл жизни? В борьбе.
Пусть день промчался, и недобрая ночь что-то шепчет нам вслед. Ты повернешь лицо ко мне, и опять будет в мире рассвет. Пусть подступает к нам беда, справлюсь я и с бедою, и с тьмой. Справлюсь я легко, пока волшебный ключ со мной. Все не так-то просто, все непросто. И в любви, и в судьбе мир большой и пестрый.